Всем огромный привет, с вами Оксана, и в этом видео мы вместе с вами свяжем вот такую вот шапочку. А то все носочки, да носочки. И я подумала, что надо связать шапочку, так как мне нужна срочно шапка. И вот такую вот шапку мы в этом видео вместе с вами свяжем. Вяжется она очень легко, просто будут размеры от самого маленького, это у меня связано самое маленькое, 49, где-то 52, и до 60 размера. Я вам обязательно буду оставлять все циферки, по которым вы должны вязать. Можно ее вязать как вот так носить, без отворота, либо с отворота. Вот так. Вот таким вот образом. Все, можно ее выше, ниже вязать, смотря как вы любите шапки, чтобы макушки торчали или нет. Вязала я из вот такой вот пряжи. Это у меня пряжа норка. Вязала в 3 нити основной ниткой и 2 вот такой вот дополнительной нити. Вот. Так, на эту шапку ушло 100 грамм пряжи, а так где-то 150 надо грамм пряжи на другие размеры шапки. Спицы у меня много размеров спиц, которые я использовала. Это для итальянского вот такого вот набора петель. Вот, видите, какой красивый край. Вот с одной и со второй стороны. Ее можно как двухстороннюю, видите? Вот здесь, если хвостики убрать, с этой стороны вот тоже она вот так красиво смотрится. Можете выбрать даже, какой стороной вам больше нравится. Той или этой. Макушечка и вот шапочка. Спицы 2,5. Потом макушку спицами можно чулочными закрывать, либо 3, либо 3,5. И дальше спицы номер 3,5 и 4 миллиметра на короткой леске, чтобы по кругу было удобно вязать. Ну, вроде бы все рассказала, да? Ну, можно теперь приступать к вязанию. Вяжется шапка очень легко, просто, быстро вы можете связать даже за один вечер ее. Вязать я буду 3 основные нити вот и 2 дополнительные. Складываем все ниточки вместе, отмеряем хвостик, которого нам достаточно будет, лучше с запасом. Так, первое делаем петлю. Я буду вязать спицами 3,5, а спицы 2,5 взяла для итальянского набора петель. Делаем первую петлю. И дальше вот таким образом набираем. Смотрите, вот берем вот так на 2 пальца. Первая петля набрана. И набираем 96 петель. Сначала от себя, потом на себя. Смотрите внимательно. Вот 2 петли, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 91, 92, 93, 94, 95. И 96-ю петлю мы провязываем вот таким обычным способом. Все, набрали 96 петель. Далее вяжем 2 ряда поворотными рядами этими же спицами 2,5. Разворачиваем вязание. Берем рабочую нить. Берем вторую спицу. И смотрите, как мы вяжем. Первую петлю мы снимаем. Далее идет вот такая вот петля. Она идет лицевой. Мы провязываем ее лицевой. Провязали. Следующую петлю переснимаем нить перед работой. Следующая лицевая. Далее переснимаем.
потом лицевая. В общем, мы провязываем только лицевые, а изнаночные петли мы снимаем нить перед работой. И вот так вяжем до конца весь ряд. И заканчиваем ряд. Смотрите, снимаем, лицевая, снимаем и в конце лицевая. Провязали первый ряд. Так, все петельки захватили. Разворачиваем вязание и в обратную сторону вяжем точно так же. Смотрите, вот так ниточку перекидываем, так как была здесь лицевая. Снимаем первую петлю и смотрим. Здесь вот у нас лицевая. Следующую петлю снимаем нить перед работой. Далее, смотрите, снова лицевая. Нить снимаем, петлю снимаем, нить перед работой. И вот так снова вяжем до конца весь ряд. Изнаночный снимаем нить перед работой, а лицевую провязываем. Смотрите, и заканчиваем ряд, снимаем петлю. И здесь у нас идет лицевая. Так, провязали ряд, да. Далее переходим на круговое вязание. И меняем номер спиц на 3,5. Итак, выравниваем все ровненько, чтобы у нас было. Ничего не перекрутилось. И вытягиваем спицу где-нибудь. Леску. Так, все, вот так вытянули. И дальше будем вязать резинку, 2 лицевые, 2 изнаночные. Но у нас же здесь идет резинка, получается 1 лицевая, 1 изнаночная. Поэтому мы будем менять петли. Здесь лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, сейчас вот этой пока я провяжу спицей изнаночную петлю. Так, здесь маркер надо, конечно, поставить. Так, изнаночную петлю провязала, и надо поставить маркер. Так, вот у меня маркер. Ставим маркер. Берем спицы номер 3,5 и смотрите, как мы дальше вяжем. Здесь хорошенько подтягиваем. И просто петли надо поменять местами. Вот здесь идет лицевая, провязываем ее лицевой. Далее изнаночная, лицевая. Мы лицевую снимаем. Вот. Изнаночную ловим за работой. Одеваем обратно и провязываем лицевая. Вот 2 лицевых у нас. Здесь идет у нас изнаночная. Провязали. Дальше вот идет изнаночная. Провязали. Дальше идет вот лицевая. А потом изнаночную с лицевой меняем местами. Лицевую снимаем спереди, а изнаночную вот ловим сзади. Одеваем и провязываем лицевая. 1 изнаночная. Так вот, 1 изнаночная и 2 изнаночная. Вот лицевая. И снова меняем местами. Лицевую вот снимаем, изнаночную ловим, одеваем и провязываем
лицевая, подтягиваем 2 изнаночных, 1, 2, снова лицевая, ловим лицевую спереди, вот так захватываем, снимаем, изнаночную одеваем и вот так вяжем по кругу. И переходим на резинку, 2 лицевые, 2 изнаночные. Так, вот что у нас получается. Итак, заканчиваем самостоятельно. И заканчиваем ряд. Смотрите, здесь у меня идет 2 изнаночных, лицевая. Меняем снова местами. Подхватываем, одеваем, лицевая, лицевая и заканчиваем 2 изнаночными. 1. И вот это тоже у нас идет изнаночная. 2. Все, мы перешли на резинку, 2 лицевые, 2 изнаночные. Дальше будем вязать спицами номер 3,5 резинку нужной нам высоты. Все вот проверяем, чтобы оно ровненько у нас было, вот такой вот ряд. И надеваем маркер и просто провязываем резинку. Я буду вязать ее 10 сантиметров. Все самым обычным способом здесь вяжется. Так, из-за того, что белый цвет, я смотрю, сливается, да? Так, просто 2 лицевые, 2 изнаночные. Я вяжу классическим способом изнаночные в шапочках. 2 лицевые, 2 изнаночные. Здесь, я думаю, понятно, да? Я сейчас провяжу 10 сантиметров резинки, и мы с вами встретимся. Будем переходить на резинку, обратно 1 лицевая, 1 изнаночная. Так, все, вяжем самостоятельно резинку 2 на 2. Вот такой вот красивая резиночка у нас получается. Смотрите, я связала, вот такая вот красивая резинка получается, с вот таким вот красивым краем. Так, я связала здесь 10 сантиметров. Сейчас покажу. Вот 10 сантиметров. Далее буду переходить на резинку 1 лицевая, 1 изнаночная. Так, как я это буду делать? Я поменяла одну спицу на номер 4 миллиметра. Меняем точно так же, как мы уже вот здесь меняли. Смотрите, я провязала здесь 1 лицевая. Вот. И теперь просто вот эту лицевую и изнаночную меняем местами. С обратной стороны заходим, снимаем изнаночную, лицевую подхватываем спереди, одеваем обратно и провязываем. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Здесь снова меняем местами. Просто снимаем изнаночную за работой, лицевую перед работой, одеваем изнаночную и провязываем. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И вот так далее. Переходим на резинку 1 на 1. Я думаю, здесь уже понятно, да? И вяжем до макушки. Я буду вязать 13 сантиметров до макушки. Мне этого будет достаточно. Если вы хотите более торчащую макушку, то вяжите больше. Я, наверное, где-то провяжу все-таки 13-14 сантиметров и буду закрывать ее. Так, в углу я буду указывать, сколько сантиметров для своего размера вы должны провязать. Итак, я провязала нужную высоту шапочки. Вот что получается на данный момент. Вот так. Давайте скажу, сколько это сантиметров. Вот так она выглядит.
Можно даже, мне кажется, шапку без отворота вязать, если есть желание. И здесь я довольно-таки вот 14 сантиметров провязала. Вот 14 сантиметров от единицы начинается. Далее буду делать убавление. Так, как я буду убавление? У меня, смотрите, 96 петель. Петли, где идут убавки, давайте я поближе вот покажу. Вот смотрите, вот эти, они идут из 5 петель. Вот лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вот 5 петель, поэтому 96 и будет 4 клина. 96, вот 4 умножить на 5 будет 20, 96 минус 20 и разделить на 4. Значит, клин будет состоять вот здесь из 19 петель. Значит, смотрите, я ставлю маркер. Вот это начало ряда. Так, что тут запуталось. Вот начало ряда у меня от вот этой лицевой петли. Но, чтобы было удобно убавлять, потому что вот тут лицевая будет идти убавляться, я, смотрите, вот поставила маркер после начала ряда 2 петли, изнаночная, лицевая. Здесь идет лицевая, изнаночная, лицевая, и вот они, вот эти 5 петель получается. Вот этот маркер желтый, начало ряда. Далее, смотрите, 19, изнаночная заканчивается, 5 вот петель, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Далее снова изнаночная начинается, изнаночная заканчивается, 19 петель, 5 петель, 19, 5, 19. Всего, вот смотрите, идет 4 клина. Раз, два, три, 4. И теперь буду делать убавки. Вот у нас начало ряда. Я провязываю, так, тут что-то слетело у меня. Так, вот лицевая, изнаночная, подтягиваю, так, давайте поближе. И смотрите, вот эту лицевую и изнаночную надо провязать 2 петли вместе. Я вот так переворачиваю ее, маркер переснимаю. Изнаночная тоже, видите, правая стенка петли перед работой, я ее тоже разворачиваю и провязываю 2 петли вместе за заднюю стенку, чтобы она была с наклоном, видите, с наклоном, да, влево. Все, ставим маркер. Маркер можно поставить либо перед вот этой лицевой, наверное, так давайте удобнее будет, чтобы знать, что здесь вот эта лицевая вяжется уже 2 вместе. Так, пересняла, все. Дальше вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Дальше вяжем по узору и до маркера не доходим 1 петлю. Все, вот дошли. Здесь идет изнаночная, лицевая. Я снимаю пока, снимаю маркер, одеваю. И смотрите, здесь правая стенка петли идет перед работой, поэтому просто берем вот так и лицевая поверх изнаночной должна быть. И просто повязан 2 петли вместе с наклоном вправо. Теперь после этой убавки я ставлю маркер, потом вот здесь будем 2 вместе, чтобы маркер не переставлять. Вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная. Здесь надо развернуть 2 петли, снимаем лицевую, маркер, изнаночную, переодеваем их вот так, правая стенка петли перед работой и провязываем 2 петли вместе. Вот маркер я перенесла. И вот так повторяем по кругу все 4 клина. И переносим маркер, чтобы маркер было потом удобно. Такие убавления будут делаться через 1 ряд, пока в клине не закончатся все петли. Так, а тут что такое?
Так вот дошла, да? Здесь с правой стороны не надо ничего менять стороны. Здесь просто провязан 2 петли вместе и ставлю маркер. А здесь вот изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, здесь надо поменять местами нам. Снимаем, одеваем маркер, чтобы не забыть. И провязываем вот так 2 петли вместе. Подтянули и вяжем дальше. Я думаю, здесь уже понятно, да? Так. Как делаются убавки. Так, эту снимаем. Одеваем. 2 вместе. Одеваем обратно. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Здесь разворачиваемся. Разворачиваем петли, одеваем 2 вместе, лицевая, по узору. И осталось одно убавление. Вот видите, скоро у нас тут начало ряда. Так, снимаем вот так. Просто провязан здесь 2 петли вместе. Одеваем маркер, изнаночная, и все, ряд у нас провязан. Вот начало ряда, вот этот маркер. Все, следующий ряд вяжем просто по узору. Вот здесь после маркера будет 2 лицевые. Потом эти 2 лицевые в следующем ряду тоже развернете вместе, провяжете и так далее. Сейчас я этот момент довяжу и вам покажу. Я думаю, здесь уже понятно. Так, смотрите, я сделала убавление. Сейчас я перешла просто вот на чулочные спицы. И здесь вот между маркерами осталось 3 лицевые петли. Их надо провязать 3 петли вместе. Так, как это провязывать? Сейчас покажу. Смотрите, вот видите, 3 петли вместе. Их надо будет провязать. Берем спицу, здесь вяжем лицевая, изнаночная. Переносим маркер и вот эти 3 петли, да? Вот эти 2 петельки вот так снимаем, переворачиваем вот эту 3-ю петлю, одеваем вот так, видите, перевернутые, захватываем 3-ю петлю и ее провязываем. Все, вот 3 петли вместе. Переносим маркер. Здесь у меня изнаночная идет петля. Провязала. Дальше повторяем. Здесь то же самое. Лицевая, изнаночная и 3 петли вместе. Вот. Заходим, вот. Разворачиваем. 3-ю петлю разворачиваем. Одеваем вот эти 2 петли. Захватываем 3-ю и провязываем 3 петли вместе. Провязали, подтянули. Здесь изнаночная, лицевая. Так, разворачиваемся. Здесь снова повторяем то же самое. Так, изнаночная, переносим.
Снимаем 2 петли, здесь правую стенку разворачиваем, за работой вот эти, подхватываем третью, захватываем нить и вытягиваем. Все, провязали, подтянули, перекидываем маркер, изнаночная. Так, и еще раз лицевая, изнаночная и 3 петли вместе. Так. Хватаем и провязываем и подтягиваем. Переносим маркер, изнаночная. Так, провязываем вот эти все петли. Теперь просто без убавления. Вот. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Здесь снова лицевая, изнаночная. Маркер можно убрать. Лицевая, изнаночная, лицевая, так, изнаночная. Маркер убираем, лицевая, изнаночная и последняя, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, я провязала, и теперь просто все петли по 2 петли вместе. Вот у меня начало ряда. И провязываем все петли по 2 вместе. Вот у нас лицевая, изнаночная. Чтобы лицевая была поверх изнаночной, разворачиваем петельки и провязываем лицевую, изнаночную 2 вместе. Провязали, убираем маркер. Здесь тоже вот эти 2 петли провязываем 2 вместе, лицевая поверх изнаночной, что было, и хорошенько подтягиваем. Так, следующие, лицевую и изнаночную провязываем 2 вместе, и следующую лицевую и изнаночную 2 вместе. Провязали. Так, здесь эту лицевую я переношу на следующую спицу. Так вот, ее разворачиваю, ее и изнаночную, и провязываю 2 вместе. Так, провязала. Вот здесь тоже разворачиваю, провязываю 2 вместе. И последняя спица. Так. На этом этапе вы можете шапку померить. Конечно, если вам не хватает макушечки, надо распускать и перевязывать. Я уже перед этим померила, вроде бы все нормально по голове, но можно было повыше сделать. Ну ладно, я не стала ничего переделать. Все. Вот у меня сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 петель на спицах, да? Отрезаем нить. Берем иголку и снимаем петли. И снимаем.
Раз, два. Раз, два. Раз. Так. Два. И здесь. Раз и два. Все. Сняли все петли, подтянули. И вот здесь еще раз пропускаем через петли, которые сняли. И затягиваем. Все, затягиваем макушку. Все, затянули ее. Так, внутрь переводим иголочку. Подтягиваем. Здесь надо будет нам зафиксировать, чтобы ничего не распустилось. И прячем кончик. Просто вот. Все. Можно отрезать. Вот даже с изнанки, смотрите, как красиво получилось. Можно выбрать и, наверное, изнаночную либо лицевую сторону. Смотрите. Здесь без разницы, шапка двойная. Можно спрятать этот кончик, да, чтобы его видно не было. И шапка либо вот так. Вот эта сторона лицевая. Вот так. Вот будет. Либо вот эта сторона лицевая. Вот. Смотря как нравится. Нам еще останется спрятать вот этот кончик. Как его прячем? Берем. Так, что-то тут и нитка такая длинная. Берем иголочку. И все очень просто. Вот идет петельки. И вот так надо будет соединить. Просто входим здесь вот в крайнюю петлю. Так. Вот крайняя петельку, входим. И просто соединяем. Вот видите? Все, оно соединилось. Вот видите? Все, здесь надо будет зафиксировать. И прячем кончик. Все. Вот. И ничего не видно. Все, я шапочку сейчас постираю. И шапка готова. Такая вот макушечка у нее. Все. Надеюсь, вам понравился мой мастер-класс. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.